Вы на канале Сказки-рассказки. Здравствуйте, ребята! Послушайте сказку, которая называется «Лесная старуха». Один раз проезжала одна белая служанка со своими господами через дремучий лес. И вот, когда они находились в самой ее середине, выскочили вдруг из лесной чащи разбойники, поубивали всех, кого удалось им схватить, и погибли все. Только одна девушка и успела выскочить со страху из кареты, спрятаться за деревом. Когда разбойники ушли со своей добычей, она вышла из-за дерева и увидала, какое несчастье случилось. Заплакала она горькими слезами и говорит: что же мне теперь, бедной, делать? Не знаю я, как мне из лесу выбраться, ведь тут ни одной живой души не найти. Бедно придется мне с голоду пропадать. Вот пошла она искать дорогу, но найти ее не могла, а между тем уже завечерело, и села она под деревом, отдав себе на волю Господню, и решила так здесь и сидеть, и никуда не уходить, что бы там ни случилось. Вот сидит она, и вдруг прилетает к ней белый голубок, держа в клюве маленький золотой ключик. Положил он ей ключик в руку и молвил: видишь, вон стоит большое дерево, есть в нем замочек, ты отомкни его этим ключиком, и найдешь там много всякой еды, и не придется тебе голодать. Подошла девушка к дереву, открыла его тем ключиком и нашла в маленькой мисочке молоко и белый хлеб. Накрошила она его в молоко, поела и выпила, наелась досыта и говорит: время уже такое, что и куры на насест садятся, а я утомилась, вот пора бы мне и тоже лечь в свою постель. И прилетел снова белый голубок и принес в клюве второй золотой ключик и молвил: отомкни вон то дерево, и найдешь ты в нем себе постель. Отомкнула она дерево, нашла хорошую мягкую постельку. Помолилась она Богу, чтобы охранял ее в ночи, и легла и уснула. Прилетает на утро третий раз голубок, приносит ей снова ключик и говорит: отомкни вон то дерево, и найдешь ты в нем платье. Отомкнула она дерево и нашла в нем шитые золотом и украшенные драгоценными камнями платья, каких не найти ни у одной королевы. Так и жила там она до поры до времени. И прилетал всякий день голубок и доставлял ей все, что было ей надо. И то была тихая, хорошая жизнь. Но прилетел раз голубок и спрашивает: согласна ли ты оказать мне услугу? Да я охотно окажу тебе услугу, сказала девушка. И молвил тогда голубок: я поведу тебя к небольшой избушке, ты войди в нее и увидишь там у очага старуху. Она тебе скажет: здравствуй, но ты не отвечай ей, чтобы она не делала. По правую руку от нее будет дверь. Ты открой ее и войди в комнату. Будет лежать там множество разных колец, и будут среди них великолепные кольца с блестящими камнями. Но ты их не трогай и выбери себе самое простое и принеси его мне как можно скорей. Пришла девушка к избушке, подошла к двери, видит, сидит там старуха. Удивилась она, увидав девушку, и говорит: здравствуй, дитя милая. Но та ей ничего не ответила и пошла прямо к двери. «Ты куда?» – крикнула старуха, схватила ее за юбку и хотела было удержать. «Это мой дом, сюда против моей воли никто входить не смеет».
Но девушка, не сказав ни слова, вырвалась от нее и вошла прямо в комнату. И лежало там на столе великое множество разных колец. Они сияли и сверкали. И стала девушка рыться в груди колец, ища самого простого. Но такого она найти никак не могла. Вот и ищет она кольцо. И вдруг замечает, что старуха уходит, крадучись из комнаты, держа в руках птичью клетку. Тогда девушка взяла у нее из рук клетку, подняла ее, посмотрела, видит, сидит в ней птица и держит в клюве простое кольцо. Взяла девушка то кольцо, обрадовалась, бросилась из этой избушки бежать, думая, что вот-вот прилетит за кольцом белый голубок. Но он все не прилетал. Прислонилась тогда девушка к дереву и стала белого голубка дожидаться. Вот стоит она у дерева, и становится оно вдруг гибким, и склоняет вниз свои ветки, и вдруг обвил ветки вокруг нее, и стали они руками. Оглянулась она, видите, обратилось дерево в прекрасного юношу. Он обнял ее, нежно целуя, и сказал: «Ты освободила меня от заклятия и от власти старухи, злой ведьмы. Она обратила меня в дерево, но каждый день я бывал по несколько часов белым голубем, и пока кольцо было у нее, я не мог вернуться в свой человеческий облик. И освободилась от злого заклятия заодно и его слуги, кони, что были тоже обращены в деревья, и стояли они теперь рядом с девушкой. А затем поехали они к нему в королевство, ведь был тот юноша королевичем, и поженились они, и стали жить и поживать припеваючи. Вот и все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.